Всем привет! Практически неделю ничего не снимал. У режиссера был творческий кризис, поэтому на время пришлось распустить всю съемочную группу. Но его-то можно понять, творческая личность, и тяжело трудиться в таком темпе постоянно без музы. Не то что мы, простые работяги, делаем, что должны в любую погоду, как говорится, нам и море по колено, и горы по плечу. А если серьезно, эти дни занимался обычной рутинной работой, которую вы неоднократно видели. Ну и пытался другой, но из-за постоянно переменчивой погоды приходилось переключаться с одного дела на другого. Ну и не было времени особо на съемки, да и не хотела записывать по полю. Обрезать яблони все же не успел все. В пятницу с обеда пошел дождь, и было мокро аж до вторника. Ну а там уже, как и предполагал, пошел сок, и стало неблагоприятно их обрезать. Даже на яблонях, что первыми начинал резать, не успели рано до конца затянуться, и местами пропускается сок, и мухи слетаются. В итоге на осень оставалось 5 деревьев, но одно эти дни еще резал, хоть и не рекомендуется. Так как осенью будет с ним вообще неудобно работать, собираюсь под ним улья ставить. А к уборке веток практически не приступал, и весь сад и не завален. Ну лишь только под этим деревом немного спорадковался, так как они валялись под ногами и мешали воду носить, когда баню топил. Была на днях у меня большая стирка, поумазался сильно, пока по деревьям лазил. Ну, думал, больше уже не будет такой грязной работы. А с садом буду понемногу заканчивать. С ветками пока не к спеху, поубираю понемногу до того, как трава начнет расти. Ну а сейчас хочу по-быстрому побелить, не стал делать это перед дождем, чтобы не смыло, и бежать улья заканчивать. К выходным передают плюс 18. Скажете, зря потраченное время быстро смоется дождем, и намного было бы эффективнее фасадной краской покрасить. Но это смотря каких целей преследовать. Если экономия времени и эстетический вид, то полностью с вами соглашусь. Один раз покрасил белой краской, и как минимум лет на 5 можно забыть. Если красить молоденькие деревца с нежной кожей, чтобы защитить их от весеннего солнца и растрескивания, то тоже соглашусь. Но для моих старых деревьев с грубой кожей это совсем не актуально. Им солнце уже не страшно и растрескивание. Я придерживаюсь совсем других целей. Крашу деревья известью, чтобы защитить их от тех паразитов, которые на зиму спрятались в землю. И сейчас, когда потеплеет, будут выбираться оттуда и обратно залазить наверх. Вот тут-то и будет ожидать их неблагоприятный путь длиной в 1,5 метра. И мало кто из них сможет его преодолеть. Ну а тех счастливчиков, кому все же это удастся, будет ожидать авиация. Во вторник после дождя прилетела целая банда. Походу им кто-то рассказал про социальное жилье.
Так как я повесил только один скворечник, показательный, то побежал сразу развешивать все остальные. Ну, по-моему, они им не понравились. Прилетали смотреть сразу же, как только повешу, даже порой еще с дерева не успею слезть. Но ни в один так и не заселились. Ночую сейчас на деревьях. Я тут подумал, может быть, они не влазят в отверстие? Ну, во всех источниках, где смотрел, написано, что в диаметре должно быть 5 сантиметров. Такого сверла я не нашел. 4,5, ну, рассверлил там, расшлифовал до 4,7-4,8. Хотя, по идее, этих 2 миллиметра роли не должны сыграть. Ну, как знать, они же только с югов вернулись, а там все включено, шведский стол, может быть, и не влазит. Да, и здесь в уши они покрупнее будут. А может, им не понравилось, что я так сад вырезал? Ну, жили они все время в зарослях, а сейчас вернулись из отпуска. А здесь такая перестановка. Вот сидят и дуются. Ну, посмотрю, понаблюдаю за ними. Если что, сдам синицам и воробьям. Они-то все время здесь были и наблюдали, как все менялось постепенно. К тому же я же не весь сад вырезал, а только половину. Хотя, может, и хорошо, что не успел все деревья вырезать. На этих 4 нетронутых в этом году, может, и урожай будет. Потому что эти неизвестно, как отреагируют на столь радикальную стрижку. В лучшем случае только года через 2 порадуют. И получится так, что все яйца в одну корзину не поклал. Диверсификация рисков получилась. Ну вот и все. На этот сезон работы в саду практически закончены. Осталось только разгребать все эти завалы. Но это не к спеху. Можно по чуть-чуть. Главное успеть до того, как трава начнет расти. Чтобы не портить только сенокоса. Да и потом, как прорастет траву, попробую еще выдернуть. Ну а сейчас можно еще бежать, улья подготавливать, заканчивать. К выходным плюс 18 передают, и было бы неплохо начинать уже и пересаживать их. Ну что ты натворила? А, Шаду? Не стыдно тебе? Походу останусь без рассады. Уже начали помидорки проклевываться. А Шада взяла и вернула.
не стыдно? Ну вот, с корпусами покончено. И крышки тоже практически готовы. Клей высох, 2 слоя масла, которым покрывала вязку, тоже. Но лишь осталось защитить от внешних неблагоприятных условий. Ну, хотя, по идее, можно оставлять и так. Пеноплекс такой материал, что влагу не впитывает, а следовательно, от дождя будет защита. Ну и в мороз не будет разрушаться. Только лишь ультрафиолет немного ускорит этот процесс. Ну, лет на 10-15 должно хватить. Изначально думал крышки делать полностью из пеноплекса, по принципу нахлобучки. Ну а потом передумал, так как у меня обвязка деревянная, края острые, и об них она бы быстро изнашивалась. Да и к тому же в больших корпусах у меня есть ручки, которые бы усложнили процесс изготовления. Ну, в маленьких только в одном это был прототип. Потом я уже понял, что они в принципе здесь не нужны, так как их можно спокойно брать и снизу. Да и нет у меня столько кирпича, чтобы крышки прижимать. А деревянная вязка их утяжелила, увеличила трение, и ветер точно ее не заберет. Подкрышники я решил вообще не делать. В основном их используют для того, чтобы увеличить пространство, чтобы можно было положить подушку для утепления. Ну а мне они вообще не нужны, так как крыша сама является теплой. Ну только что увеличил пространство на 4,5 сантиметра над рамками, чтобы циркулировал воздух, и можно было спокойно весной или зимой положить какую-нибудь подкормку и не мешалось. Ну, защищать изнутри тоже не стал, так как, скорее всего, пчелы там тусоваться не будут, будет их отделять холстик. Вентиляционные продухи тоже делать не стал, так как через них уходит большое количество тепла. Ну, конечно, и лишняя влага, но так как у меня деревянная обвязка является мостиком холода, то теплый воздух, который будет подниматься из гнезда, по краям на ней будет охлаждаться и опускаться вниз, что будет создавать такую циркуляцию воздуха. Ну и не считал, но скорее всего точка расы будет на внутренней поверхности. Если влага лишняя будет собираться, то она будет конденсироваться на ней. Поэтому хорошенько пропитал ее маслом. Теперь осталось изготовить доня, и с уликами будет покончено. Ну еще хочу все же пеноплекс защитить с внешней стороны. Это продлит срок эксплуатации, ну и придаст законченный эстетический вид.
Ну вот, получится такой желтенький улик. Конечно, придется с ними повозиться основательно. Не думал я, что так много времени на него потребуется. Ну это может что первый, так еще руку не набил. В любом случае, овчинка стоит выделки. Краска будет защищать пенополистирол от ультрафиолета. Если не будет никаких серьезных механических повреждений, то, как заявляет производитель, он сможет прослужить аж до 50 лет. Это же внукам хватит. А так называемый спадбон, которым армировал, после застывания краски станет твердым наподобие пластика и будет защищать хрупкий утеплитель от физических воздействий. И можно будет не бояться, что где-нибудь ударишь его и повредишь. Ну и заодно будет втягивать весь корпус и в дальнейшем не давать всем деталям рассыпаться. И теперь не нужно будет бояться назойливых синиц и дятлов. Вряд ли они будут долбить пластик. Хотя не буду загадывать, непонятно, что у них там на уме. Может, наоборот, подумают, что это большая спелая дыня, и слетятся все на нее, чтобы съесть. Ну вот, один улик уже готов. Изначально планировал делать в таком формате: два гнездовые корпуса и два магазинные. Ну а потом передумал. Скорее всего, вряд ли в моем регионе семья сможет развить гнездо на 24 рамки, поэтому остановился на таком варианте. Один гнездовой корпус, два магазинные. Ну а там уже, если не будет им хватать, то буду магазинные доставлять. И будет у меня 12 рамок 300, а в магазинах буду ставить по 11, чтобы марка вверх не поднималась и не портила эти рамки. Ну еще понаблюдаю. В принципе, у меня таких вот 15 комплектов уже готово. Ну а сами знаете, семей имея только 5. Если будет все-таки быстро развиваться в таких ульях, то доставлю еще по одному корпусу. Но это будет еще видно. А крыши не буду красить по такому принципу корпуса. По статистике, раз в 5 лет у нас в регионе бывает град размером с перепелиное яйцо. Бьет машины, стеклопакеты, даже шифер на крышах пробивало. Поэтому, чтобы не пришлось перекрашивать часто, сделаю из более жесткого материала. Все корпуса красить сейчас не буду. Подготовлю в первую очередь 5 комплектов. Сделаю по-быстрому доник к ним. Ну и буду подбирать подходящую погоду, чтобы пробовать пересаживать. А еще нужно придумать, как это сделать, так как надо будет с вертикальной рамки перейти в горизонтальную.